Всем привет! Сегодня хочу показать вам еще одну технику по созданию текстуры камня или имитация скалы в интерьере. Хочу показать вам один из самых доступных и бюджетных способов реализовать такой декор. В принципе, в этой технике можно создавать не только текстуры камня, но и создавать любые объемные композиции. Давайте я, как обычно, начну, а в процессе расскажу все детали проделанной работы. Перед началом работы хорошенько загрунтуем нашу поверхность. Грунтовка – это очень важный этап, и не стоит его недооценивать, так как грунт непосредственно отвечает за сцепление материала с поверхностью, а хорошо подготовленная поверхность позволит штукатурке хорошо прикрепиться к основанию, и в дальнейшем все будет держаться очень крепко, и ничего не отвалится и не потрескается. Хорошая подготовка – это очень важно. Тщательно грунтуем и даем материалу хорошенько впитаться и высохнуть. Пока наш грунт сохнет, подготовим еще один интересный материал. Для того, чтобы облегчить конструкцию и уменьшить расход материала, я буду использовать пенополистирол. Этот материал очень часто используется в качестве утеплителя и продается в строительных магазинах. Бренд значения не имеет. Этот материал мы будем использовать для создания основного объема, набора массы и формирования композиции. Сегодня мы будем делать одну из разновидностей текстуры камня. Перед нами стояла задача сделать равномерно распределенную, сглаженную текстуру без искусственных трещин и определенного направления. Многие думают, что текстура, которая называется скала, должна быть грубая, ярко выраженная и покрыта трещинами, но это не обязательно. Существует множество разновидностей камня, и грубые текстуры не всегда смотрятся в интерьере гармонично, поэтому я считаю, что каждому интерьеру нужен индивидуальный подход. Итак, продолжим. Нарезаем пенополистирол на небольшие детали и срезаем края под углом в 45 градусов. Это необходимо для того, чтобы форма после нанесения штукатурки была более мягкой и не выглядела как просто запечатанные куски полистирола под штукатуркой. Это придаст эффект монолитной поверхности. Затем начинаем набирать объем. Пенополистирол я буду приклеивать на монтажную пену и прокручивать саморезами, для того, чтобы детали не раздуло и они не сползли со стены до того, как пена высохнет. Ну и как ни крути, саморезы – это дополнительный элемент крепления. Распределяем все детали, задаем общий объем. Не стоит привязываться к моей композиции, так как в каждом интерьере в любом случае она будет разной. Использование пенополистирола позволяет нам уменьшить расход штукатурки, увеличить скорость высыхания и уменьшить вес общей конструкции. Тот объем, который мы набрали на стену, позволит нам уменьшить расход штукатурки примерно на 5-6 мешков. Следующим этапом нам необходимо нанести кварцевый грунт или бетоноконтакт. Такой грунт увеличит сцепление материала с поверхностью, обычно используется, когда необходимо нанести материал толстым слоем. Наносим и дадим грунту хорошенько просохнуть, и только после этого можем приступать к нанесению гипсовой штукатурки. Следующим этапом приготовим наш состав. Я не буду рассказывать, как правильно замешивать гипсовую штукатурку, внимательно читайте инструкцию на упаковке. Но в каждый замес я буду добавлять микрофибру. Как я уже говорил ранее, микрофибра – это волоски стекловолокна, которые хорошо армируют состав и придают ему дополнительную прочность. Продается в строительных магазинах. Заводим состав до нужной консистенции, нам необходимо сделать массу, пригодную для лепки. Консистенцию подбирайте под себя, сделайте ее такой, которая будет удобна для нанесения. Главное, не делайте слишком жидкой, иначе просто-напросто все сползет. Затем начинаем запечатывать нашу поверхность.
Наносим материал толщиной примерно в 1 см, сразу формируя некоторый рисунок. Наносить можно по-разному. Не бойтесь наносить грубые элементы. Позже они сгладятся. Надеюсь, на видео будет все достаточно наглядно. Для получения более сложных эффектов валиком с высоким ворсом я подниму легкую шубу на нашей текстуре. После того, как мы запечатали все пространство, мы увидим, что у нас получилось на общем объеме. Если какие-то детали нам не очень нравятся, мы можем долепить и сформировать рисунок в тех участках, которые нас не устраивают. После того, как мы набрали общую массу, я оставлю все на сутки хорошенько просохнуть. Учитывая, что слои у нас относительно тонкие, так как мы использовали пенополистирол в качестве подложки, через сутки наша стена должна полностью просохнуть. И только после этого мы приступим к следующему этапу. Следующим этапом мы будем использовать обыкновенную гипсовую шпаклевку. Она намного мягче и эластичнее, чем гипсовая штукатурка, так как в составе используется более мелкий наполнитель. Наносить гипсовую шпаклевку я буду кистью. Необходимо подобрать широкую упругую кисть для более удобной работы. Это увеличит скорость и качество нанесения. Не буду рассказывать подробно, как это работает, на видео все видно более чем достаточно. Наносим методом растирания. Гипсовая штукатурка будет частично забирать влагу из шпаклевки. Материал будет становиться более вязким и легко сглаживаться. Если местами кисть сильно полосит, можно прокатать валиком и устранить следы от кисти. Наносить шпаклевку я буду в 2 слоя. Хочу обратить внимание, если делать шпаклевку более густой, то она будет больше сглаживать поверхность. А если делать более жидкой, то текстура будет более выразительной. Так что оба способа имеют место быть, в зависимости от того, какой эффект вы хотите получить. После того, как шпаклевка высохнет, я пробегусь по всей поверхности наждачной бумагой. Сделаю поверхность тактильно приятную на ощупь и удалю все выступающие участки, конечно, если это требуется. Теперь нам понадобится грунт глубокого проникновения. По сути, мы используем ту же самую технику, в которой делается обыкновенная подготовка стен. Только все материалы мы наносим не ровно, а создаем текстуру. Грунтуем поверхность, даем грунту впитаться и хорошенько высохнуть. И можем приступать к покраске.
Обычно такие текстуры красятся в один цвет, но сегодня мы будем красить с легким эффектом патины. Хочу обратить ваше внимание, что такие текстуры можно не только красить, но и покрывать различными декоративными штукатурками, создавая различные эффекты. Опять же, все зависит от того, какой эффект на выходе вы хотите получить. Но это всего лишь базовая техника, а чем покрывать такую текстуру, решайте сами, ограничений тут нет. Я заколеровал краску в нужный нам оттенок, и окрашивать поверхность я буду валиком с высоким ворсом. Такой валик создает легкую равномерную текстуру и не полосит. В принципе, все как в обычной покраске. Наносим краску в 2 слоя с промежуточным высыханием в 2 часа. После того, как все высохло, я возьму эту же краску, разбавлю ее водой и немного добавлю в нее черного колера. Сделаю краску на 2-3 тона темнее. Затем наносим небольшими участками, и пока наш краситель свежий, меховой перчаткой круговыми движениями начинаю растирать. Таким образом я удаляю краситель с выпуклых участков, сгоняя более темный тон в углубление. Такая техника хорошо подчеркивает объем, конечно, если такой эффект требуется. Если нет меховой перчатки, можно использовать влажную тряпку или губку. Проходимся по всей поверхности, дадим высохнуть, и наша стена готова. Хочу обратить ваше внимание, как смотрится грамотно подобранное освещение, которое хорошо подчеркивает текстуру и набранный объем. Это касается любых объемных поверхностей, так что не забывайте, что освещение играет очень важную роль и создает дополнительный эффект. Что из этого получилось, смотрите сами. Я всего лишь хотел показать вам технику и рассказать о том, что такие текстуры может сделать каждый, не используя дорогие декоративные штукатурки, а обойтись обыкновенной линейкой строительных материалов. Берите на вооружение, а я же в свою очередь продолжу делиться с вами своим опытом и наработками. Надеюсь, эта информация будет вам полезна и поможет вам в реализации ваших творческих идей. А на этом у меня все. Увидимся. Пока-пока.